Всем привет, меня зовут Кичугин Эдуард, и сегодня сделаю небольшой урок по рисованию параллель-пеном и водной кистью, и буду рисовать тоже традиционную архитектуру, деревянное зодчество, то, что я сейчас делаю и что стараюсь изучать. И я все это радостно рисую. И поэтому, если вам тоже интересно, берите листик, бумажку и, может, параллель-пен, и тоже практикуйте вместе со мной. Это крутая тема. Всем привет! Сегодня немного порисую еще. В таком режиме, как сказать, разговорном и, да, такой, без особой подготовки. Сейчас я думаю, соберусь. Окей, в принципе, я готов. Я использую параллель пен и аквабраш. И сегодня будет такой небольшой скетч. Я буду что-то говорить, может быть, буду меньше говорить, но я в целом рисую такую вот идею, не идею. Это я рисую, глядя на реконструкционный рисунок. Я потом... я не помню, как зовут человека или архитектора. Как зовут человека или архитектора, который делал этот набросок реконструкционный, но я потом постараюсь его где-то отметить, потому что он прям мега крутой, мне дико понравилось. И так как я сейчас очень много заморачиваюсь вот с этой темой деревянной архитектуры, я подумал, окей, я и так много рисую, я могу и вот таким образом рисовать. Может быть, это не как прямой эфир, но тоже. Да, в общем, и потренирую свою болталку в таком лайт режиме. Все-таки прямой эфир в некотором роде для меня пока чуть стрессовая ситуация. А таким образом, мне кажется, мне будет немножко комфортней. Вот, начинаю с башни. На самом деле, скорее всего, я навру пропорции, но, в принципе, морально я к этому готов. Накидываю без особого предварительного простроения эту историю. И, скорее всего, может быть, пожертвую некоторыми деталями. Ну, а детали тут, конечно, вкусные. Очень крутые. Но мне сейчас по-быстрому взять бы саму импрессию и впечатление этой штуки, потому что она прям, дико красивая. И в целом композиционно очень круто сделано. Про инструменты. Я использую параллель пен. Это вот эта штука. И использую аквабраш. И использую чернилки. Попель пен. Они прям крутые. Вы видите, как они размываются классно. Ну, в принципе, у меня в последнее время в рабочей моей ситуации, в этих скетчах, которые я делаю там постоянно, вот такая вот и происходит, как сказать, ситуация с инструментами. То, что я в последнее время очень мало использую перо. Хотя мне, конечно, нужно было бы больше заниматься этой историей. Но вот так получилось, что я в последнее время очень много в таких микроразъездах, вернее, микроуездах. Славный город Коммунар, и там идет проект, который я веду, ну и который проектирую одновременно на лету. Это очень странная ситуация, но очень интересная для меня. Невероятно интересная, и поэтому я там полностью в материале. И вот, тын-тын. Постоянно со мной может быть, например, вот эта вот история с аквабраш и с параллель пен. Мне это хорошо. Мне это подходит.
И вот под этим листом лежит мой скетчбук. Тын-тын, он уже закончился. Так что служит теперь большей частью такой подставкой под мои вот эти вот, как вы видите, скетчи. Так, эта история развивается там. Блин, очень классно. Я чем больше начинаю врубаться в деревянное зодчество, тем больше оно мне нравится. Я когда заходил в эту историю, особо-то понятия не имел, что это такое. И думал так, чуть свысока. Хо-хо. Ну, теперь как-то прям стараюсь серьезнее отнестись. Да, и начал видеть, вот мы видим то, что мы понимаем. И я начал видеть дикую красоту просто вот этого деревянного строительства. А раньше у меня в голове сидела только Италия, только вот это вот итальянские красоты. А тут немножко приходит и другого. Вот я уже набрал. Ну ладно, у меня не копия, у меня попытка понять эстетику и принести ее в свою бытийность. Нужно срочно добивать проекта. Я делаю тут творческие такие штуки. Но я думаю, это хорошая инвестиция времени. Так, окей. В общем, от купола этой церкви, он такой крутой, классный, через вот эту систему. Кукушка, привет. Я приду к... Это мои таймеры. Они срабатывают каждые 15 минут. Чтобы я задумался, Эдон, что ты делаешь? Вообще, что ты делаешь? Ну и старался проверять себя. То ли я делаю то, что нужно, или, может быть, я делаю какую-нибудь ерунду. Сейчас подумал, что, в принципе, я делаю то, что нужно. Ну окей. Через 15 минут она меня спросит вновь. Так, вот здесь начинается история с... Тин-тин-тин. С этими, как называются, палати... Не палати. Гульбище. Одно такое гульбище я как раз недавно проектировал. И получилось, мне кажется, очень интересно. Это вообще классная тема. Ну, как веранда, но не веранда. И круто работает вот эта вот тема с параллельпеном. Да. Мне очень нравится то, что, ну, он дает и акценты, и супер тонкую линию. И мне очень удобно работать в моей технике. Но, конечно, если мне нужно будет прийти в какую-нибудь такую серьезную, длительную, проработанную историю, я, безусловно, возьму перо. Перо мой фаворит. Так, и вот здесь идет это гульбище. Окей. Оно имеет такую структуру. Тыдын, тын, тыдын. И тут происходит сужение. Сейчас его аккуратно нарисую. Окей. И тут сложный элемент с крыльцом. Как же мне его посадить так, чтобы это было адекватно? Да, судя по крыльцу, это такой не маленький домик. Прям совсем не маленькая церковь.
И оно, похоже, довольно широкое. Сейчас не знаю, как получится. Примерно эта история выглядит так. Окей. И вот эти столбы балясины. Не балясины, а столбы. Да, резные, характерные. Резьбу я, конечно, прорисовывать не буду. Я с ума сойду. Да и моя тема — это скетчинг. Скетчинг. Условные наброски. Рисование как выражение мысли, как выражение идеи. Вот затем я и рисую. Для того, чтобы лишний раз разобраться, попробовать вот это все. Лишний раз впитать в себя. Вот такая система вырисовывается в целом. И мне нравится, как чернила работают на этой бумаге. Это самая простая бумага рыбачка. И она достаточно классная для того, чтобы делать такой скетчинг. Если вам нравится эффект, то используйте ее. В общем и целом, такая штука получается. Ой, ну да, как такой подмалевок, как такая предварительная графическая история, по которой я могу идти, и она в достаточной степени безответственна, потому что это скетч, и потому что это попытка приблизиться к тому, как думали те архитекторы. Это же не проектирование и не рисование. Поэтому, в принципе, можно расслабиться и делать вот эту вот такую историю, которая не отнимает силы, не забирает на себя много внимания. И можно заниматься и в фоновом режиме, и с этим нет большой проблемы. Я начинаю прорабатывать детали, потому что общая форма у меня есть. Теперь я обращаю внимание на те части в изображении, которые могут мне помочь выразить простыми средствами общий вот этот вот конструктив. И активно помогаю себе водной кистью, потому что она очень хорошо работает, на мой вкус. Она работает как будто бы ластик. То есть я уже давно не использую стерку или ластик. Стараюсь рисовать сразу. Такая задача, чтобы сразу было симпатично. Окей, можно и так. Но можно использовать водорастворимые чернила, вот как у меня, и водную кисть. И тогда в целом получается окей. Нет большой проблемы в том, если нарисовал неправильно. Ты просто можешь взять, размыть всю эту историю и нарисовать по чуть высохшей туши с разводами или на полностью высохшей туши без разводов тот контур, который нужен. А так как техника рисования — это сочетание акварельной техники и такой техники пера, кому интересно, смотрите у меня на канале очень много видео про то, как я рисую пером и как я вижу вот эту вот всю историю скетчинга пером. Вот это такое их совместное действие, и оно вбирает в себя плюсы и той, и другой техники. И мне очень нравится на самом деле результат, потому что он условный, не нуждается быть точным, он такой достаточно эмоциональный. Прям для меня достаточно. Мне нравится. И он показывает конструктивную историю. А для меня, как я говорил в самом начале этого видео,
сути, главное изучение. Что приходит, по какой логике это все строится, почему все именно так, а не иначе. И много-много рисуя вот такие вот картинки, я постепенно научаю себя вот этому взгляду тех старых древних архитекторов, которые делали такую красоту. Она мне очень-очень-очень нравится. И вот эта вот техника, которую я использую, мне кажется, она очень хорошо подходит для того, чтобы делать, вот, показывать вот ту архитектуру древнюю, такую прям настоящую, которую я теперь очень-очень сильно полюбил. Я смотрю, и мы видим то, что мы понимаем, да, точно. Чем больше я смотрю, изучаю, тем лучше я ее понимаю, тем больше она мне нравится. Это все прям как в жизни. И то же самое с архитектурой. И, может быть, с остальными областями знания. Сейчас я пытаюсь учить английский, и я его еще не люблю. Но надеюсь, что скоро произойдет, ну, какой-то перелом, что ли, или что-то. И накопленный basic, он превратится во что-то осмысленное. И вот сейчас я хожу, ну и в Инстаграм делаю сторис на английском. Тоже такое развлечение. А вот можно посмотреть на всю эту историю близко. Вот так это все работает в итоге. Если вам понравилось, то тоже пробуйте. Это, мне кажется, хорошая и простая техника рисования. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите там внизу в этих, как в комментариях, да, много ссылок на другие мои видосы. И вот я делаю такую тему скетчинга. Если вам нравится, то тоже практикуйте. Это классная тема.